произнесено слово «Англия». Но что же Англии до Павла? Что ж мы всегда руку Запада видим в наших бедах? Безусловно, и вина Павла есть в том, что дожил он до смерти такой. Россия и Англия до поры просто не замечали друг друга. По большому счету, Петр нанес Россию на карту, которая лежала на столе британского правительства, а также на карты в Париже и других европейских странах. Россия теперь действительно заметна. Обретения Петра Великого не давали покоя англосаксам в течение 200 лет. И во время Первой мировой войны в британском Foreign Office взяты были все из архивов документы петровских времен, чтобы посмотреть, как можно закрепить распад тогдашней России. Хотя это была союзница по Антанте. Восприятие России в Англии, и если брать более широко в Великобритании, всегда было продиктовано широко распространенной убежденностью в том, что Англия – оплот всяческих свобод, а Россия – страна деспотии. Это повторялось из раза в раз в XVIII веке, а в XIX об этом стали говорить еще более уверенно. И я даже думаю, что такое восприятие никуда не исчезло. Мне это, понимаете, кажется не так страшно. Все, что думают о России на Западе, это естественно. Более того, это отрицательная реклама, она, на мой взгляд, должна быть для нас каким-то очень позитивным фактором. Как только это все начинается, мы сразу должны понимать, что да, у нас все в порядке. Мы идем туда, куда надо. Тут все нормально. Меня гораздо больше интересует и волнует тот вопрос, что Запад находит огромное количество единомышленников внутри стран. Это гораздо опаснее, на мой взгляд. Потому что мое глубокое убеждение, что никто не может нанести русскому человеку такого вреда, как сам русский человек. Информационные источники с Запада порой попадали в цели в самой России. Жители начинали верить, что именно так беспросветно и выглядит их прошлое и настоящее. И мало кого волновало, что не сходится называемое иностранными компиляторами число жертв новгородской резни. 300 тысяч, как передают некоторые авторы. И далее Волхов вышел из берегов, переполненный телами убитых. А во всем Новгороде в то время жило от силы 10 тысяч человек. Главный вопрос – зачем? Войны ведутся за ресурсы и территории. А зачем вести против окраинной земли войну информационную? Боролись всегда, борются за одно и то же, борются за ресурсы. Если сейчас ресурсы углеводорода, в древности ресурсы был главный ресурс – земля. Земля. Из-за нее все войны. Потому что земля – это урожай, это налоги, это люди, это богатство. Вот Россия обладала, Московия, московское государство, неважно, всегда этим ресурсом обладала в избытке. К тому же земля не абы какая-то, не Аравийский полуостров. Земля ого-го. Леса, черноземы, реки. Было за что драться. Хотя нефть тогда не являлась предметом первой необходимости, но Россия тогда уже была кладовой сырья для Европы. В Европу поставлялись от 50 до 80% всего потребляемого ей леса, сала, воска, почти 100% пушнины. Огромное количество сырья, караваны кораблей шли в Европу из России. Во времена голода и неурожая в Европе из России туда же шло зерно. Если мы посмотрим, то в Европе к этому времени практически лесов уже не осталось. Известно, что европейцы очень редко мылись в то время. Не потому, что они такие нечистоплотные были, а потому, что просто не было дров, чтобы греть воду. Это была роскошь. Многие в Европе долго верили, что россияне живут в диком краю, куда просвещение пришло с Запада. Но вот лишь простые факты, основанные на источниках. Москва была наследницей Византии, а Византия была наследницей Рима и Греции. Это в Европе наступили темные варварские века, а в Византии еще 1000 лет жили лучшие античные традиции и развивалось православие. Анна Ярославна, дочь киевского князя Ярослава Мудрого, стала королевой Франции и была потрясена, когда попала в совершенно варварский по русским меркам город Париж. Король ставил крестик, она писала по-славянски, по-гречески, и, научившись по латыни, расписывалась Анна. Поэтому такой миф об отсталости всей
вот этой византийской айкумены, то есть чуждой схизматической веры, совершенно не соответствует действительности. Русская королева Франции Анна Ярославна еще очень долго удивляла парижан своей привычкой мыться. Они о таком не слышали и такого не понимали. То, что русские ходят в баню чуть ли не ежедневно, будет удивлять европейцев вплоть до конца XIX века. В отечественной истории бывали периоды, когда Россия на информационном поле вела наступательную, порой очень изящную политику. Любые правительства вообще тратят довольно много сил, пытаясь повлиять на процессы в тех странах, которые входят в зону их интересов. Попытки иностранных правительств подкупить влиятельных людей в других странах, то, конечно, такое было в XVIII веке, особенно до правления Екатерины. Опять же, яркий пример – информационная политика Екатерины II, которая, надо сказать, была мастером выглядеть в чужих глазах. Она и так выглядела неплохо, но благодаря своей пиар-активности образ ее сильно превосходил реальное содержание. Французских просветителей Вольтера и Дидро она обольстила, завербовала, превратила в своих агентов влияния. Вольтер на полном серьезе предлагал Екатерине перенести свою столицу в Константинополь, говоря, что это громадное благо для Европы и вообще для всей цивилизации. Переписку Екатерины Великой и Вольтера читала вся Европа. Узнав, что Дидро нуждается в средствах, она сделала ему предложение, не оскорбившее его честь, но решившее все его материальные проблемы. Она покупает у него библиотеку. Совершенно безумные деньги, абсолютно не рыночную цену предлагает, но говорит о том, что библиотеку она у него заберет только после его смерти. Конечно, такие действия вызывали восхищение у всех образованных людей того времени. Ну, а Екатерина радовалась. Имидж России сильно улучшался. Уничтожение Крымского ханства, укрепление России в Северном Причерноморье и создание Черноморского флота, а затем и блестящие победы адмирала Ушакова на море – все это встревожило Англию. Весной 1791 года разгорелся острейший международный конфликт, вошедший в историю как карикатурный. Первая настоящая русская политическая карикатура – это картина Гавриила Скородумова «Баланс Европы» в 1791 году, изображающая большие весы, которые накренились в ту сторону, где на чаше стоит суворовский гренадер, один да грузин, перевешивая всех врагов России. В Европе этот намек Екатерины был понят недвусмысленно. Очаковский вопрос будет решен определенным образом, если Англия не изменит свою политику. Язык карикатур оказался понятнее многих дипломатических нот. Вот только когда Россия набрала силы и влияния в конце XVIII века, вот тогда англичане начали беспокоиться. Но даже тогда осложнение отношений было отложено на 25 лет, потому что произошла революция во Франции. После того, как французская революция уничтожила королевскую власть, монархи Европы осознали опасность. Пусть Франция, давний конкурент, сошла с арены, но опасность хаоса грозила перекинуться через границы. Империи объединились для противостояния французской революционной экспансии. Тем более, что молодой генерал Бонапарт уже крушил их армии и грозил возрождением французской мощи. Русская армия в Европе действует совместно с австрийской. Ведь все на самом деле происходит по экономическим мотивам. На выходе все из-за денег. Деньги, ресурсы, территория. А дальше способы воздействия. Когда Александр Суворов вел свои войска по Европе от победы к победе, росла его слава. Но и росли мифы вокруг русского полководца. Европейские издания заполнили карикатурами на фельдмаршала. Чем более необразованной является какая-то определенная часть населения, тем более дикими способами на нее воздействуют, самыми невероятными. Распространяют такие слухи, которые нормальный, приличный человек не поверит, а для народа вполне годится. Вот как изображают Суворова европейские издания. А это, заметим, союзники в войне. А вот что напишет после совместной с Россией победы над Наполеоном британская «Таймс» в 1818 году. Суворов почти 20 лет в могиле. Цитата.
Все почести не могут смыть позора прихотливой жестокости с его характера и заставить историка писать его портрет в каких-либо иных красках, кроме тех, что достойны удачливого сумасшедшего милитариста или ловкого дикаря. На карикатурах Суворов завален трупами. Его именуют мясником. Такое отношение к личности Суворова сохранилось в западной исторической науке и до наших дней. Это один из законов информационных войн. Грамотно распропагандированный миф воспринимается детьми его создателей как истина в последней инстанции. Карикатуры – это излюбленный прием тоже английской пропаганды. Вы можете зайти вот сейчас хоть в наш музей, где Бородинская панорама, и там очень много висит в музее английских карикатур. При этом мало кто помнит сегодня, что знаменитый его бросок через Альпы, беспрецедентный в мировой истории, закончился предательством союзников. Австрийцы просто не пришли на место встречи армий. И Суворов при всем желании не мог развить успех. Изнуренный походом, он вскоре скончался, не переставая жалеть, что не довелось ему встретиться в бою с подающим большие надежды генералом Бонапартом. Россия не воспользовалась победами Суворова, но был ли у нее другой вариант? Павел I приказал выйти России из этой войны, разорвал союзнические отношения с Австрией и, значит, стал уже с Наполеоном сотрудничать. Вот радикальный переворот в политике. Ну, как я уже говорил, это в тактическом плане, может быть, обидным выглядит, что мы одержали какую-то часть побед и, значит, потом победами этими не воспользовались. Павел понимал, что союзники не дают России простора, увидев силу ее армии. А Бонапарт посылал недвусмысленные сигналы. Он призывал объединить силы двух империй и поделить мир. Что имела Россия к этому моменту? Времена очаковские и покорение Крыма в прошлом. Но это не только строчка из комедии Грибоедова. Это кровью русских солдат омытый прорыв к черноморскому влиянию. Оттуда до Средиземного моря уже рукой подать. Мальтийские владения – это не просто прихоть царя-рыцаря. Это база русского флота в Средиземном море. Но кто владычица морей? Британская корона. Потерпит она такое? Ставка англичан всегда на флот. Доктрина даже такая была, что флот англичан должен быть минимум на треть больше, чем совокупный флот всех остальных стран. То есть представляете, сколько денег они тратили на флот. Все англичане были, так сказать, матросами, капитанами, пиратами, по-разному. Вот они, контролируя флот, они контролируют, естественно, морские пути и мировую торговлю. Контролируя торговлю, ты всегда наживаешься, ты всегда богатеешь. Павел I был нами очень многим неугоден, как командор Мальтийского ордена. Это уж связь с Средиземным морем, значит. Ох, это же точка, которая просто вызывала дрожь буквально в Британии. И это можно проследить просто от Первой мировой войны до переговоров уже со Сталиным и потом после войны. Британцам казалось слишком опасным возможность сближения Павла I с Наполеоном. Вот, и там где-то когда вот, сам ужас появления казаков на севере Индии, там, где там по большому счету пара казахских полков ведь шутя могла свергнуть британцев, у которых, собственно, не было в Индии опоры как таковой. Британское могущество в Индии висело в воздухе на самом деле. И вот англичане усердно и успешно подливали масло в огонь в данном отношении. Но все-таки, почему Лондон и почему до сих пор достижения Павла в государственной политике прочно погребены под налетом мифологии? Лондон к утру 11 марта 1801 года был погружен в политический хаос и панику. Отставка правительства Питта, позорная растерянность перед лицом главных новостей последних месяцев, британская корона неуклонно теряет свое величие. Она вот-вот утратит восточные колонии и гегемонию на море. Это полный крах. Наполеон уже занял Египет в поиске сухопутного пути в Индию, и русские казаки маршируют туда вдоль берегов Волги.
Индия – это главный залог британского богатства. Маленький остров существует за счет прибыли со сказочно красивых и сказочно богатых колоний. Павел же накануне 11 марта отправляет своим казакам письмо, чтобы помнили главную цель броска на юг. Цель – все сие, английские колониальные учреждения в Индии, разорить и угнетенных владельцев, магараджей освободить и ласкою привести в зависимость от России, в ту же, в какой они у англичан, и торг обратить к нам. Павел знает, чем расположить индийцев. Британская корона в колониях совсем не ласкова, наоборот, жестоко. Он опять может выиграть пиар-войну за симпатии покоренных индийцев. Давно ли западная пресса называла его русским Гамлетом и Дон Кихотом? Всего за 2 года в газетных заголовках он стал сумасшедшим тираном. Англичане целенаправленно фокусировали действия на дискредитации политики Павла I, на объяснение русскому нобилитету, что его политика не соответствует национальным интересам России. На самом деле она не соответствует национальным интересам Британии, понятное дело. Зачем же просвещенной Британии так дискредитировать русского императора? Напомним, еще свежи воспоминания о французской революции. Видны уже притязания Наполеона, а русская армия – единственная сила, которая ему способна противостоять в Европе. Солдаты Суворова совершают беспрецедентный бросок через неприступные перевалы, а союзники пишут о сумасшедшем царе. Павел предложение Бонапарта принял. С этого момента он подписал себе смертный приговор и окончательно закрепил за собой в истории образ дурачка-самодура, как всегда в таких случаях далекий от реальности. А русские корабли уже штурмуют бастионы острова Корфу. Эскадра адмирала Ушакова вовсю хозяйничает на Адриатике. Но в Петербурге и европейских столицах шепчутся в салонах: «Дурак сумасшедший на троне! Тиран-то уже был, Иван ужасный!» И Грозный, и Павел били по своим, централизуя власть и наказывая элиту за излишество. Грозный – бояр в шубах, Павел – дворян в имениях. Про обоих царей в простом народе говорили только хорошее. Но ведь не простой народ делает историю, а та самая элита. Потому она с радостью растопчет и память об Иване, и образ Павла. Между прочим, сам Павел дворян обидел очень сильно, потому что он отменил многие дворянские вольности. Он заставил дворян служить. Нельзя больше, чем уходить в отставку, там, например, если ты не отслужил минимум год в армии. Если ты служишь в армии, значит, отпуск там, 2 недели, месяц, а остальное время, пожалуйста, будь в частях, тренируйся, значит, воюй, на учениях участвуй, а не в имении у себя сиди с собаками, да? Ну и масса всяких таких вещей, которые как бы дворянам очень не нравились. Павел был, несомненно, с чудинкой в быту, но в политике его действия вполне рациональны. Он первым облегчил крепостную систему, сократил барщину для крестьян. Он укрепил армию, защитив права солдата и отменив для него телесные наказания. Более того, он вызвал ропот в офицерстве, когда запретил генералам использовать солдат как рабочую силу в своих имениях. Результат – любовь народа и ненависть ближнего окружения. Когда павловские казаки двинулись в Индию, чтобы соединиться с войсками Наполеона и завершить эпоху британского владычества, заговор в Петербурге и Лондоне был уже готов. С высокопоставленными дворянами, значит, аристократией, естественно, работают лично. Значит, с людьми там поменьше, с какими-то чиновниками, там идет какая-то, может быть, переписка, какими-то слуховую среду организуют газеты, журналы, поскольку это люди образованные. Если, значит, речь идет о воздействии на народ, то это либо там какие-то картинки, карикатуры, либо запуск слухов. 27 января 1801 года в английской прессе появилось сообщение, что в Лондон прибыл российский чиновник с новостями о смещении Павла и назначении регентского совета, возглавляемого императрицей и принцем Александром. До смерти Павла оставалось ровно 1,5 месяца. Это своего рода черная магия информационной войны. Упорно повторяя то, чего хочешь достичь, как будто это уже случилось, ты изменяешь реальность, готовя заранее событие, которому еще предстоит произойти. Этот прием информационной войны европейцы тогда применили в первый, но далеко не в последний раз. Никто уже ни в Европе, ни в России не удивился, когда 11 марта 1801 года император Павел был убит.
Убийство Павла одно из самых удачных акций английской дипломатии. Когда до Бонапарта дошла новость о гибели Павла, он сказал: «Они не смогли достать меня в Париже, они поразили меня в Петербурге». Кто же эти они и чего они добились? Информационная война и тут играла свою роль, понимаете. Вело ее, как известно, английское посольство. Говорили, что британский посол был причастен к этому. Это, конечно, не сыграло ключевой роли. Павел был смещен аристократами под предводительством моего прапрадеда. Ими руководили не англичане, а их собственные интересы в захвате власти. Виноват Павел, виноваты его советники, виновато его окружение, которое противопоставило себя элите того времени и фактически, находясь в самом защищенном месте в мире, наверное, в Михайловском замке, император величайшей империи эпохи, знаете, был удушен собственными ближайшими придворными. Представим на минуту, что было бы, если бы индийский поход увенчался успехом. Русские и французские войска встречаются в Персии и идут к Индийскому океану. Русская эскадра отрезает Британии морские пути переброски войск. Французы уже прочно удерживают сухопутный путь через Египет. У англичан в Индии нет резервов, к тому же местные жители встречают избавителей с восторгом. Через несколько лет без колоний британская экономика приходит в упадок, и остров остается навеки вне цивилизованного мира. Как следствие, нет континентальной блокады, нет повода и для войны 1812 года. Тысячи русских и французов не погибнут при Бородине. И Москва не будет гореть. На невиданные доходы от индийской торговли она уже к 1812 году новая, каменная. Впрочем, мир не может жить без противоречий. И, скорее всего, русской и французской империи скоро стало бы тесно в мире. И новая информационная война была бы неизбежна. У нас своя собственная цивилизация. И вот, кстати, когда она возникает как своя собственная цивилизация, с ней начинают ожесточенную борьбу. И все это движется по кругу. Ну, единственная надежда, что вот сейчас опять мы поднимемся в высшую точку этого круга и опять обретем, и опять создадим свою собственную цивилизацию. Но наступят новые времена, и новые авторы будут писать о России восторженно, критически и удивленно. Однако только пасквиль маркиза де Кюстина получит славу и будет переиздаваться. В том числе и у нас, когда будет со временем снят царский запрет на его издание. Русская литература XIX века, великая и могучая, своим героем сделает рефлексирующего русского. То, что русские открыли Антарктиду, покоряли Туркестан и осваивали Дальний Восток, не вдохновило на творчество русских Киплингов и Джеков Лондонов. Нас мало чему учит история, а она повторяется с завидным постоянством. Нас хвалят, когда в России хаос, революции или перестройки, нас начинают ругать, когда восстанавливается влияние России в мире. И только мы сами продолжаем усмехаться над собой и верить, что эксперты с Запада умнее нас и просвещеннее в наших бедах. Впрочем, вся история говорит нам, что и русский скепсис совсем не помеха для развития.